В одном из предыдущих видео я вам рассказывал про церковный остров Шонеберга. Сегодня я расскажу вам про Шонебергский остров пропаганды. Волны идеологии, которые отражались от него, захлестывали и накрывали не только Берлин, но и всю Германию. А потом он ушел под воду вместе с Атлантидой Третьего рейха. Остались лишь некоторые признаки, по которым можно восстановить его контуры. Давайте на них сейчас посмотрим. Вот эта небольшая табличка – это все, что осталось от огромного дворца спорта, который национал-социалистическая партия выбрала как место для своих ралли, для своих огромных собраний и речей. Здесь выступали сам фюрер, Геринг и лидер нацистской пропаганды Геббельс. Именно он после проигрыша под Сталинградом произнес здесь свою знаменитую речь о тотальной войне. О том, что немцы должны сплотиться вокруг фюрера и должны работать, не покладая рук, день и ночь. Теперь на месте Дворца спорта находится вот эта огромная бетонная панелька под кодовым названием «Палазей». Это такая смесь от слова «палас», то есть «дворец», и «колизей». Колизей, я думаю, вы можете догадаться, почему. Она была построена в 70-х годах в Берлине в стиле брутализм, когда остро ощущалась нехватка новых квадратных метров. И люди здесь живут, довольно плотно, поэтому у них, как в Колизее, возникают разные между собой терки и дискуссии, и даже, возможно, битвы. Эта панелька примечательна тем, что она построена буквально на огромном военном бункере. Бункере, в котором должно было укрыться много людей во время Второй мировой войны. Я думаю, это делает эту панельку дополнительно привлекательной для жилья, учитывая современный политический контекст и опасения, которые есть у многих людей. Откуда и зачем рядом с этой панелькой вообще здесь, на острове пропаганды, появился бункер? Сейчас я вам об этом расскажу. Давайте пройдем еще в одно место. И это место, как ни странно, будет простая общеобразовательная школа. Да, вот это вот самая школа. Она называется сейчас София Шоль-Шуле. А раньше она называлась Августа Шуле. И ее директриса, даже во время пришествия фашистов, она сложила с себя полномочия, потому что была против их политики. Так вот, сейчас это школа о немецко-французской дружбе. Здесь есть билингвальные французско-немецкие классы, что точно трудно было представить во время Второй мировой войны и даже раньше. Кроме этого, здесь еще есть интеграционные классы, то есть классы для детей с определенными образовательными потребностями. Это тоже сложно было представить во времена фашизма, потому что с такими детьми фашисты разбирались, вы, наверное, представляете как. В определенный момент школа превратилась в трудовой лагерь для советских военнопленных, которые строили бункер. Они ходили отсюда туда, работали и возвращались. Но союзники бомбили очень сильно эти места, поэтому в определенный момент военнопленные просто обосновались уже в бункере и строили его там. Остается один большой вопрос. Кто же все-таки должен был прятаться в этом бункере? Определенно, это не те люди, которые жили в окрестностях. Может быть, это те, кто выступал в Дворце спорта, потому что, примерно в это же самое время, пока строился бункер, Геббельс давал там свою речь о тотальной войне. Зачем его строили в самом центре Шонеберга? Какие важные вещи он должен был скрывать и защищать? Именно из этого здания рабочие должны были прятаться в бункере. И не только рабочие, но и то, с чем они работали. И здесь находится сейчас, и тогда находился офис, который заведовал телекоммуникациями. Что такое телекоммуникации? Это то же самое, что и сейчас интернет. Это связь между различными областями, регионами Германии. И тогда там находились женщины, это были 95 где-то процентов женщин, которые перетыкали маленькие такие штекеры
чтобы связывать людей между собой. И это было очень важно, это был их интернет в 30-е, 40-е годы. Без него бы точно все на фронте развалилось. Поэтому для них был бункер. Я, правда, не знаю, была бы ли в бункере такая же пропорция, 95% женщин и 5% мужчин, но так это было задумано. Без коммуникации, как сейчас без интернета, не было бы возможно управлять людьми. Не было бы возможно доставлять в их ума и сердца пропаганду. Представьте себе, поэтому союзники настолько ожесточенно бомбили этот район, и нацисты пытались настолько же быстро построить бункер. Само здание, оно построено прямо в соответствующем стиле, правда, еще в 20-е годы. Этот стиль называется кирпичный экспрессионизм. Он холодный, темный, с острыми линиями и соответствует тем волнам, которые из него исходили, тем волнам, которые в том числе доставляли в дома нацистскую пропаганду. И я думаю, вы тоже можете задуматься о современной роли интернета и о том, что бы могло произойти, если бы у нас интернет и связь отключились.